Если ты не понимаешь, как происходит этот процесс за завесой тайны, то в большинстве случаев ты можешь заблудиться в самом процессе. Мы многомерные существа, и даже наши мыслительные процессы многомерны. К тому же наш разум обладает способностью квантово взаимодействовать с информацией, находящейся во Вселенной в других местах, даже в других измерениях. Это настоящая наука, получившая экспертную оценку. Сейчас мы приходим к пониманию того, что разум заключает в себе многомерный поток сознания, который запутывается в других местах Вселенной. Вся Вселенная в более высоких измерениях — это просто огромно. Это означает, что ты можешь получать информацию практически из любого места. Иногда тебе в голову приходит отличная идея. Ты говоришь себе: «Чувак, это отличная идея». Но на самом деле произошло то, что ты скачал эту идею. Такая информация уже существовала. Тебе посчастливилось совпадать с той же частотой, что и эта информация, и ты смог инкапсулировать ее, загрузить, а затем тебе посчастливилось по-настоящему распознать ее. Именно поэтому, когда тебе в голову приходят хорошие идеи, ты не должен просто говорить: «О, это отличная идея». А затем забудь обо всем этом в течение следующих 5 минут, уйди и даже не записывай это, не думай об этом больше. Потому что чудо, что ты смог получить этот лакомый кусочек информации, загрузить его и действительно распознать его и распознать как вероятность, поразительно. И ты мог бы быть одним из, может быть, всего нескольких людей, может быть, даже во Вселенной, с которыми случилось в тот конкретный момент с этой конкретной информацией. Мы живем в голографической Вселенной, состоящей из волн света, частоты и вибрации. И каждый атом работает или вибрирует с определенной частотой. Мы действительно живем в матрице сознания, матрица, состоящая из света. Так что в фильме есть много действительно хороших корреляций с этим фактом. Это действительно удивительно, это сознательная матрица. Мы живем в творении, обладающем искусственным интеллектом или, может быть, божественным интеллектом, которое обладает способностью запускать программные программы, а затем позволяет духовным существам населять кодирование, например, вселяться в тело аватара. Как я обитаю в этом теле аватара прямо сейчас. Это тело на самом деле не принадлежит мне. А кто же я такой на самом деле? Не так ли? Кто же я такой на самом деле? Кто же я такой на самом деле? Я Билли Карсон. Так что давай немного взглянем на эту матрицу. А где ты находишь эту матрицу? Сама матрица и даже фильм получили это название из Библии. Само название, термин матрица, на самом деле происходит из Библии. 5 библейских результатов для матрицы из версии короля Джеймса, исход 1312. Ты должен выделить Господу все, что открывает матрицу. В каждой первой вещи, которая исходит от зверя, который у тебя есть, мужчина должен быть Господня воля. А в книге Исход 1315 года, когда фараон с трудом отпустил нас, Господь умертвил первенцев в земле египетской, как первенцев человеческих, так и первенцев животных. Поэтому я принес жертву Господу. Все, кто открывает матрицу, являются мужчинами, но первенцы из всех моих детей я искупаю. Так что же это за матрица такая, что они все время говорят об этом рождении? А что же это за рождение такое, о чем они говорят? Ты только посмотри на это. Каждый из них, по сути, говорит одно и то же в точности. Когда ты действительно анализируешь эти стихи, ты начинаешь понимать, что автор пытается донести до тебя мысль о том, что существуют две реальности. Есть одна реальность, в которой ты живешь, и она является искусственной. Другими словами, это такой программный код, такая закодированная реальность. А затем, чтобы добраться до истинной реальности, ты должен родиться на свет. Ты должен родиться на свет. Другими словами, ты должен выйти из утробы матери. Ты должен пробудиться. И именно так оно и есть на самом деле. Это значит поднять себя на более высокий уровень сознания. А что означает слово «матрица» в Библии? Это перевод древнееврейского слова «рахем», что означает «утроба матери». Матрица — это и есть утроба матери. А что же делает утроба матери? Она рождает и раскрывается, то есть то, что открывается. Таким образом, эта фраза означает то, что открывает утробу матери. Итак, мы говорим о родах. Так что, когда ты выходишь из матрицы, согласно Библии, ты рождаешься заново. Ты рождаешься на более высоком уровне мышления, на более высоком уровне содержания. Ты начинаешь осознавать, что происходит на самом деле, что происходит на самом деле. Сейчас ты выходишь на новый уровень осознанности. Я верю в то, что человеческое сознание приходит из более высоких измерений, струится вниз и затем инкапсулируется в этот разум. Как только ты действительно поймешь это, ты поймешь, что ты всего лишь цифра. Находиться в этом теле все равно, что быть цифрой на радиоканале, не так ли? Это же радиостанция. Так что, другими словами, если у меня есть радиостанция, и я передаю радиосигналы, и люди улавливают эти сигналы. 99,1, 99,2, 99,3 и так далее. Далее и так далее. Мой возраст мог бы составлять 99,1 года. Именно эту частоту я инкапсулировал из вселенского сознания. Ты 99,2 года, а этот человек 99,3 года. И поэтому наши аватары настроены именно на эти конкретные частоты. Мы улавливаем эти частоты, оживляем эти тела и действуем. Так вот, особенность этих тел в том, что в эти тела, в эти аватары,
встроен программный код. Они поставляются вместе с РНК, они поставляются вместе с ДНК. Благодаря простой науке мы точно знаем, что в наших телах хранится от 15 до 20 поколений эпигенетической памяти. Мы приходим сюда с жестко закодированными воспоминаниями, информацией от предков в нашем теле, от которых очень трудно избавиться. Еще одна интересная вещь в нашей реальности заключается в том, что в этом третьем измерении то, что мы считаем твердой материей, на самом деле вовсе не является твердой материей. Так что мы живем в этом иллюзорном состоянии бытия в третьем измерении, где твердая материя действительно является твердой только на основе иллюзии из голограммы, спроецированной из нашего собственного разума. Позволь мне объяснить тебе все подробнее. Изучая физику, они выяснили, что все, что существует в третьем измерении, существует в виде волны. А волны чего именно? Волны света. Мы не можем их видеть, потому что видим лишь небольшой процент светового спектра, но это именно волны света. А еще они означают, что все сущее существует в виде волн. Все частицы, атомы, все остальное, кварки, лептоны, все они существуют в виде световых волн. Вот что происходит, когда сознательный наблюдатель или сознание взаимодействует с этими волнами, они превращают эти волны в твердую материю. Вот прямо здесь, на что ты смотришь, изображена первая картинка, фотография частицы, которая находится на средней стадии превращения из волны в частицу. Это то, что в квантовой физике мы называем корпускулярно-волновым дуализмом. Так вот, в физике и химии корпускулярно-волновой дуализм гласит, что свет и материя проявляют свойства как волн, так и частиц. Центральное понятие квантовой механики — двойственность — решает проблему неадекватности общепринятых понятий, таких как частица и волна, для осмысленного описания поведения квантовых объектов. Идея двойственности уходит корнями в дебаты о природе света и материи, которые начались еще в 1600-х годах. И мы знаем об этом уже очень давно. Исаак Ньютон и Кристин Гюйгенс в свое время спорили бы по этому поводу. Но теперь, наконец-то, сегодня у нас есть доказательства того, что на самом деле здесь нет ничего, кроме сознания. Сознание — это то, что действительно здесь есть. И что интересно, так это, например, даже тот факт, что я могу поднять эту банку, не так ли? Я держу эту банку в руке. Я не знаю, видишь ли ты меня или нет, я держу банку, но единственное, что останавливает мою руку, проходя через эту банку. Поскольку мы знаем, что атомы в основном представляют собой пустое пространство, я на самом деле не прикасаюсь к ней. Дело в том, что атомы в моем теле, электромагнитная частота вокруг атомов в моих пальцах отталкивают электромагнетизм атомов в этой банке. И вот что происходит. Мне кажется, что я действительно держу эту банку в руках, но я ее не держу. Это происходит в результате отталкивания магнитного поля. Так вот, если бы я сдвинул по фазе атомную частоту вибрации атомов в моей руке, я мог бы передать их прямо через эту банку и жидкость в ней, но никаких проблем не возникло. Моя рука даже не была бы мокрой и прошла бы прямо сквозь него, если бы я мог соответствовать этой субатомной частоте, не так ли? Так что мы знаем, что то, что здесь находится, действительно иллюзорно, но польза от знания этого заключается в понимании того, что существует суперпозиция. Все сущее существует только в виде вероятности до тех пор, пока не превратится в реальность. Именно это и является самым важным в том, что я говорю. Твоя реальность не является фиксированной. Твоя судьба не задана жестко и не задана заранее. Ее можно изменить. Ее можно изменить. Мы живем в проецируемой голограмме. Мы живем в мире творения. В этом нет никаких сомнений. Библия, Коран, шумерские таблички, Энумайлиш, Махабарат. Все это говорит о том, что мы живем в сотворенной Вселенной. Нет никакой возможности оспорить тот факт, что она была сотворена. Мы знаем, что теперь мы разбираемся в математике. Математика была открыта в области суперсимметрии профессором Джеймсом Гейтсом из Мэрилендского университета, бывшим научным советником президента США. Они открыли для себя, что он и его команда физиков обнаружили, что мы живем в программной матрице. И код, который управляет формированием и фактическим функционированием этой матрицы, совпадает с кодом, который запускает браузеры поисковых систем и веб-сайты на вашем компьютере и ваших телефонах. Мы живем в соответствии с этим кодексом поведения. Именно по этому кодексу мы и живем. Неудивительно, что мы сделали все так, как описано выше. Таким образом, ниже мы продублировали то, что уже находится внутри нашей обработки. Мы просто воспроизвели это, сделали веб-сайт, создали интернет, создали веб-сайт, создали телефоны, которые работают на основе одного и того же кода и программирования. Это особый вид кодирования, называемый кодами для исправления ошибок. Мы живем в точно такой же системе с биологической точки зрения, цитирую без кавычек, но все сущее, включая наше тело, существует как волны жизни. На самом деле, когда ты на что-то не смотришь, этого даже нет, этого вообще нет. Если ты не дома и не смотришь на свой дом, то дом — это волна, волна вероятностей. Теперь эта волна имеет определенную частоту. Так что, когда ты смотришь на нее или когда на нее смотрит кто-то другой, эти волны коллапсируют на ту же частоту. Эта частота привязана к определенной форме структуры. Так что при ближайшем рассмотрении мы все можем идентифицировать один и тот же тип структуры. Когда ты смотришь на меня, мне кажется, что я рушусь. Ты сворачиваешь волновую функцию в это тело аватара, которая выглядит так, что независимо от того, кто на меня смотрит, это очень похожий взгляд. Даже если люди видят людей немного по-другому, я очень похож, независимо от того, кто на меня смотрит,
потому что частота, которая заставляет это тело аватара сжиматься, очень похожа. Мы должны научиться упаковать нашу природу, природу нашей реальности. Мы должны понять пару вещей, которые нам нужно понять. Так что, возможно, здесь снова есть небольшое совпадение с предыдущей презентацией, которую я, возможно, сделал. Но мы должны рассказать людям об эксперименте с двойной щелью, не так ли? Мы должны понимать, что этот эксперимент был проведен просто случайно. Давай посмотрим, как выглядят частицы, микроскопические частицы, как они выглядят на задней стенке коробки, если мы выстрелим в них через щель. Просто чтобы мы могли проанализировать, что происходит, когда они ударяются о стену, произошло что-то сумасшедшее. Во-первых, они начали стрелять отдельными частицами из маленького микроскопического пистолета через эту щель. Когда они стреляли в эту щель, они подумали: хорошо, одна щель – это просто цифровой рисунок. Они добавили еще вторую щель. Когда они добавили вторую щель, она уже не была цифровой. Когда они добавили вторую щель и снимали по одной частице за раз, это создало волновой рисунок на задней стенке. А теперь вот что интересно. Волновой рисунок означает, что частица была выпущена из маленького пистолета и превратилась в волну света, волну потенциалов. А затем взаимодействовал сам с собой и создавал волновой узор на задней стенке. Так вот, ученые сказали: чувак, это просто безумие какое-то. Как же такое может быть? Мы стреляем твердыми частицами материи, и это создает волновой рисунок. Так быть не должно. Поэтому они взяли маленькую крошечную микроскопическую камеру и вставили ее в свое смотровое устройство, чтобы посмотреть, что происходит. Когда они вставляют туда смотровое устройство, чтобы посмотреть, что происходит, вот тут-то и начинается самое интересное. Маленькие электроны, которые они выпускали через щели, определяли, на что они смотрят или на что смотрят. Теперь мы собираемся схлопнуться и сохранить свой статус частиц. Теперь мы будем оставаться твердыми телами. Сам факт того, что мы смотрели на происходящее, говорил частица: хорошо, ребята, вы сейчас смотрите на меня. Я собираюсь продолжать в том же духе и быть твердым. Я так и сделаю, я сделаю цифровую отметку на задней стенке. Когда ты уберешь фотоаппарат, он превратится в волну. Когда ты смотришь на него, он превращается в частицу. Когда ты убираешь камеру, он превращается в волну. Что же это значит? Это означает две вещи. Во-первых, это означает, что частицы, будь то атом, электрон или фотон, обладают сознанием. Задумайся об этом на минутку. Вокруг каждого атома вращается электрон. Это означает, что каждый атом обладает сознанием, потому что электроны обладают сознанием, потому что электроны могут принимать решения. Они могут принимать решения, основываясь на том, что на них смотрит. Это просто потрясающе. Во-вторых, все сущее существует в виде волны потенциальных возможностей, прежде чем реальность превратится в реальность. Так что важность этого заключается в том, чтобы твоя жизнь не была жестко задана. У тебя есть альтернативные варианты, которые ты можешь использовать в своей жизни. Тебе вовсе не обязательно делать это. То, что ты начал с того места, еще не значит, что ты там и закончишь. Некоторые люди, такие как я и может быть еще несколько человек, сказали: знаешь что, сейчас у меня такая ситуация, но я собираюсь нарушить этот кодекс и переписать новую жизнь. Для себя самого. И все это не должно вот так закончиться. На этом все не закончится. И именно это тебе очень важно понять. Они даже проделали это с помощью фотонов. Точно такой же результат показывает нам, что частицы обладают сознанием. Частицы действительно обладают сознанием. И если ты поймешь, что это значит, ты будешь относиться ко всему с уважением. А почему бы и нет? Ведь все вокруг состоит из частиц и атомов, не так ли? В тех случаях, когда мы, человеческие существа, облажаемся, мы склонны думать, что сами создаем вещи. Они называют это искусственным созданием, созданным человеком. Человек вообще ничего не создал. Что сделал человек, так это то, что мы нашли гениальный способ складывать атомы в стопку. Мы берем атомы и управляем ими. Мы передвигаем их по кругу, как кубики конструктора Лего. Этот телефон, который я сейчас держу в руке, представляет собой не что иное, как сложенные друг на друга атомы. Атомы сложены таким образом, что это превращает его в нечто такое, что я могу использовать в качестве устройства, называемого сотовым телефоном. Дело в том, что мы сами не создавали эти атомы. Атомы находятся здесь с незапамятных времен. Они находятся здесь с незапамятных времен. Мы не создавали этот телефон. Мы сложили атомы в такой формат, который позволил ему превратиться в телефон. Но вот что мы сделали. Во-первых, мы подумали о том, чтобы включить телефон в нашу платформу сознания. Так вот, на их платформе сознания телефон стал реальным в многомерном измерении. Мы взяли эту многомерную мысль и превратили ее в двумерную, записав ее на листе бумаги, нарисовав или даже поместив в компьютерную программу, которая по-прежнему является двумерной. Размеры САПР, компьютерное проектирование с помощью компьютера. Как только мы поместили туда телефон, мы взяли его из нескольких измерений и сознательной платформы вплоть до 2D. Затем мы берем его и отдаем инженеру, который затем превращает его в трехмерный объект, который мы можем перемещать по оси X, осью Y, ось Z в пространстве времени. Итак, сейчас мы выясняем, что свет равен интеллекту, потому что все вокруг состоит из света, и каждая твоя мысль — это световая волна, выходящая из твоего черепа. Так что каждый раз, когда ты о чем-то думаешь, эта световая волна проникает в твой череп, уходит в пространство-время и не прекращается. Она просто продолжается и продолжается. Таким образом, в этой световой волне закодированы данные, полученные от самой мысли. Вот почему так важно следить за тем, о чем ты думаешь. Твои мысли обладают огромной силой. Эта мысль, твои мысленные световые волны действительно обладают эффектом бабочки. Возможно, ты плохо думаешь о ком-то другом. Ты можешь думать о ком-то плохо,
и эта мысль может выйти наружу, уйти в пространство-время и закодировать ее с помощью этих данных. И тогда кто-то другой сможет получить эту частоту. Они могут загрузить ту же самую частоту мыслей, которую ты просто выбросил из головы. Это могло бы быть уже много лет назад. И вот теперь они работают на этой частоте. Так оно и есть, это встроено в их программный код. Теперь они действуют в соответствии с этим в интересах кого-то другого. Это просто безумие какое-то. Мы до конца не понимаем, насколько мощным является это тело аватара. Наши тела передают и получают беспроводную информацию через ДНК. Научно доказано, что ДНК способна передавать и получать информацию по беспроводной связи. Ученые взяли 1 грамм ДНК, которого достаточно для того, чтобы капнуть каплю на кончик твоего пальца. Им удалось закодировать данные в ДНК. У одного ученого по имени Джордж Чорч была электронная книга со страницами, графикой и всем, что есть в электронной книге. Он преобразовал электронную книгу из нулей и единиц в буквы СТС-ЕГ, которые считывает ДНК. Затем он загрузил эту книгу в ДНК и сохранил ее в виде тома. Затем он воспроизвел эту книгу 80 миллиардов раз на 1 грамме ДНК. А затем он преобразовал эти цифры в CS и JS обратно в нули и единицы и снова загрузил ее обратно на сервер в виде цифровой книги. Таким образом, мы знаем, что ДНК хранит информацию в определенном объеме и может хранить цифровую информацию. Одно человеческое тело может хранить данные за 13,8 миллиарда лет, что примерно соответствует возрасту Вселенной. Таким образом, каждый отдельный человек – это ходячий кладезь знаний и информации, хранящихся прямо внутри вашего тела, прямо в ДНК. А теперь они обнаружили, что даже атомы могут хранить информацию. Таким образом, каждый атом в твоем теле прямо сейчас хранит информацию, которая только и ждет, чтобы ее разблокировали. Ты можешь подключиться к ней с помощью сознания. Итак, мы рассматриваем световые волны. И это очень важно понять, потому что нам предстоит поговорить о том, чтобы перейти на высокую частоту. Ты часто слышишь, как люди говорят, что тебе нужно быть на более высокой частоте, вибрировать на высокой частоте. И никто на самом деле, очень многие люди, не совсем никто, очень многие люди на самом деле не понимают, что это такое. Они даже не могут себе представить, что это такое. Ты смотришь вот здесь на световую волну, и ты смотришь на длину волны, амплитуду электрического поля и амплитуда магнитного поля. Эти поля распространяются вместе со световой волной, когда она движется в пространстве времени, включая световые волны, которые исходят из твоей головы, твоего мысли. Все твои мысли. И мы знаем, что свет исходит из головы, потому что мы можем взять колпачок с электродами на нем, надеть его в ваш скальп, а затем попросите вас подумать о чем-нибудь. И мы сможем записать все эти мысли в компьютер. Так значит, это все по-настоящему. Все в порядке. Прямо как в том телешоу. Я обожаю Люси из 1960-х годов. Эти радиоволны были записаны в ту ночь. Телешоу «Я люблю Люси» все еще находится в космосе прямо сейчас. Они уже побывали за пределами нашей Солнечной системы. Вот как далеко они улетели со скоростью света. А если вы являетесь далекой космической цивилизацией и у вас есть технологии для декодирования радиоволны, которая представляет собой световую волну, то это и есть световая волна. Ты можешь посмотреть фильм «Я люблю Люси». То же самое происходит и с нашими умами. И поэтому, чтобы настроиться на высокую частоту, ты должен понимать, что информация, которую ты воспринимаешь, влияет на то, как твой разум излучает волны света, а также на то, как твое тело излучает энергию и частоту. Так что если ты пребываешь в состоянии страха, сомнений, смятения, депрессии, то это и есть низкие частоты. Все в порядке. Это всего лишь низкие частоты. Так вот, получается, что эти низкие частоты создают различные типы амплитуд, длин волн и впадин. Таким образом, вы можете видеть вот эту волну, распространяющуюся по этой плоскости. Так вот, вот эта волна прямо здесь будет считаться низкочастотной волной, потому что высота и впадина очень глубокие и высокие. Но расстояние между впадиной и следующим гребнем очень велико. Так вот здесь происходит вот что. Эта частота относится к тому, что мы считаем низкой частотой или низкой вибрацией. Теперь мы знаем, что когда вы смотрите, например, на гамма-волны и на то, как работает мозг и как он думает, когда кто-то сосредоточен, вы видите, вот это точно такая же точно волна, но она очень короткая и близко расположена друг к другу. Другими словами, гребень и впадина расположены близко друг к другу, и их там очень много. Когда смотришь на чей-нибудь измеритель сердечного ритма, это выглядит почти как кардиограмма, не так ли? И поэтому, когда у вас есть близкие высокие и низкие впадины, гребни и впадины очень близко друг к другу, вы создаете высокую частоту. Поэтому, когда ты сосредотачиваешься, когда ты сосредоточен на чем-то, когда ты медитируешь на чем-то таким образом, что ты пытаешься воплотить это в жизнь. В вашей реальности, когда вы пытаетесь воплотить действие в мысль,
мозг переходит в высокочастотный режим работы. Кроме того, они обнаружили, что когда ты действуешь в соответствии с так называемой безусловной любовью, когда ты действительно думаешь о людях таким образом, что хочешь быть для них благословением и хочешь, чтобы они были благословлены, когда ты сосредотачиваешься на том, чтобы быть полезным другим, все это создает в мозгу высокочастотную вибрацию. Низкочастотная вибрация вызывает мольбу, надежду, желание, депрессию, сомнение, страх. Именно поэтому они весь день нагнетают страх по телевизору. Они нагнетают страх в новостях 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Потому что как только ты попадаешь в режим страха, они могут просто манипулировать тобой. Они могут швырять тобой, как тряпичной куклой. У них есть полный контроль над тобой, потому что тело просто хочет решить проблему страха. И к тому же они привезли с собой фальшивое решение проблемы. Мы существуем в состоянии суперпозиций. Мы существуем в состоянии, в котором существует множество вероятностей. И сейчас мы действуем в соответствии с так называемым герметическим принципом причины и следствия, согласно которому каждое принятое нами решение будет иметь свои последствия. Это может быть хорошим последствием или плохим последствием, но последствия обязательно будут. Так что по мере того, как ты начинаешь принимать решения по тем или иным вопросам и ставить действия за рамки сознательных мыслей, тебе приходится иногда задумываться о том, какими могут быть потенциальные последствия. Может ли это быть хорошим исходом, или это не будет неблагоприятным исходом? Не так ли? И причина, по которой у тебя есть такая возможность, заключается в том, что ты существуешь в вероятностном состоянии, в состоянии вероятностей. Будущее не может быть жестко запрограммировано и записано. Ты действительно можешь изменить его с помощью каждого принятого тобой решения. Есть люди, которые выросли там же, где вырос я, и они решили свернуть на левую развилку, а я поднялся на правую развилку, не так ли? Они пошли в одну сторону, а я в другую, так что это не делает их ни правыми, ни неправыми, ни меня ни правым, ни неправым, но это просто те пути, по которым мы шли в то время. Но эти пути ведут в разные места. И в любое время они могли бы начать принимать решения, которые затем постепенно направили бы их по новому пути. У нас тоже есть такая возможность. Но понимание процесса, через который мы проходим для этого, и понимание того, как он работает, является ключом к проявлению себя. Это очень-очень важно. Помни, причина, по которой мы не можем видеть все световые волны, исходящие вокруг нас прямо сейчас, заключается в том, что мы видим только 1% светового спектра. Мы действительно видим красный, зеленый и синий цвета. Это в значительной степени то, что мы получаем. Здесь присутствуют все цвета радуги, вот и все. Мы не видим рентгеновских лучей, гамма-лучей, инфракрасного излучения, микроволн, радиоволн. Мы не видим ничего подобного. Эта штука действует повсюду вокруг населения. Ультрафиолет и вся эта дрянь окружают нас со всех сторон. Мы видим только очень слабую, очень маленькую частичку реальности. Это все, что нам дано, очень маленькую частичку. При всей своей яркости и великолепии, это все равно лишь маленькая частичка того, что здесь действительно есть. Так что закон вибрации, возможно, не так хорошо известен, как закон притяжения. Тем не менее, закон вибрации служит основой для закона притяжения. Чтобы понять это, очень важно знать, что все сущее состоит из энергии. Наука с помощью квантовой физики показывает нам, что все в нашей Вселенной состоит из энергии. Когда мы опускаемся на субатомный уровень, мы не обнаруживаем материи. Чистая энергия – это то, что мы находим. Мы состоим из волн света. Это и есть настоящая наука. Очень важно понять, что здесь происходит. Потому что, когда ты приступаешь к проявлению и пониманию того, что мы должны синхронизироваться с информацией, мы должны синхронизироваться с реальностью, к которой мы стремимся. С помощью чего? С помощью световых волн. Манифестация – это не просто убеждение. Многие люди думают, что манифестация – это и есть вера. О, я собираюсь добиться успеха в этом деле. Я собираюсь сделать все правильно. Я собираюсь выиграть это дело или сделать что-то еще. К сожалению, манифестацию часто неправильно понимают. На мой взгляд, слишком многие люди изображают манифестацию как систему убеждений, а не как нечто такое, что должно произойти естественным образом. Я просто говорю, что у тебя что-то получится, и вот это у меня получится. На самом деле от этого ничего не добьешься. Так вот, ситуации могут складываться так, что это действительно произойдет с тобой. Но если ты взглянешь на свой послужной список с течением времени, то обнаружишь, что вероятность того, что это произойдет, что бы это ни было, в течение нескольких попыток будет очень и очень низкой. Манифестация требует определенного процесса, в ходе которого многие представители мировой элиты, многие очень-очень сверхбогатые люди, супер-сверхбогатые люди, понимают эти концепции, оперируют ими и используют их на ежедневной основе. Во многих крупных научных сообществах и так далее происходит точно то же самое, не так ли? Это сфера проявления и понимания многих техник и вещей, о которых я говорю с тобой сегодня, потому что они понимают, что все они действуют. Что это реально и что это действительно работает, включая люди, которые помогали писать школьные учебники и все остальное для того, чтобы наши дети ходили в школу. Они точно знают, какое будущее они создают. Они хотят создать множество невежественных людей, у которых одновременно будет гореть всего несколько лампочек, чтобы они поднялись на вершину. В то время как все остальные будут просто очень-очень тусклым светом. Это именно то, чего они хотят,
потому что с помощью этого метода они могут сохранить власть и контроль над массами. Так что же все-таки означает проявление себя? Прежде чем мы обратимся к науке, лежащей в основе проявления, давайте выработаем общее представление о том, что означает этот термин. Проявление относится к физическому знаку того, что что-то происходит или закрепляется в реальности. Во-первых, это существует как возможная возможность. Проявление особенно важно для того, чтобы привнести что-то осязаемое в вашу жизнь с помощью притяжения и вашей системы убеждений. Для этого недостаточно иметь поверхностные мысли. Тебе действительно нужно по-настоящему верить в то, что ты сможешь воплотить свои мечты в реальность. Это означает, что ты должен уметь визуализировать и прочувствовать, как это будет выглядеть для достижения конкретных целей. Причина этого кроется в твоей нервной системе. Проявление этого — целостный подход к постановке целей путем адаптации твоего образа мышления и поведения. Это означает, что ты воплощаешь свои мечты в реальность, живя по своим целям. Ты воплощаешь свои мечты в реальность, живя по своим целям. Другими словами, этот процесс проявления настолько глубоко укоренился в человеке, как только он взялся за него и действительно активизировал. Другими словами, мы уже занимаемся этим, но как только ты действительно настроишь его на тонкую настройку, он войдет в каждую клеточку твоего тела. Это часть твоей жизни, даже в твою нервную систему. Она подключена ко всей твоей центральной нервной системе. И когда ты начинаешь ставить перед собой цели и достигать их, ты переживаешь их проявление в реальном времени. Так что я знаю, что, например, с помощью моего радио или телевизионной сети, извините, я хочу охватить 1 миллион подписчиков, не так ли? Сейчас, по ходу дела, я не просто говорю, что мне нужен 1 миллион подписчиков. Именно этого я и хочу. У меня скоро будет 1 миллион подписчиков. Это очень хорошо. Я готов к работе. Это обязательно произойдет. Так дело не пойдет. Должно произойти еще несколько вещей. Первое, что я должен сделать, это установить для себя ориентиры. Поэтому я отправил контрольные показатели на пути к 1 миллиону подписчиков. К этому времени я должен достичь этой цели. Я должен достичь этой цели к этой дате. Я должен достичь этой цели к этой дате. Это должно произойти к этой дате. К этому времени должно быть выпущено столько-то концертов. И поступая таким образом и достигая поставленных целей, я живу воплощением того, что становится реальностью в режиме реального времени. Так что я живу в соответствии с поставленными целями. Я живу внутри реального проявления на своем пути к конечной цели. Это очень важно, потому что, во-вторых, для этого требуются действия, действенные шаги. Если у тебя нет действенных шагов для достижения того, что ты пытаешься проявить, ты никогда туда не доберешься. Ты можешь желать и надеяться на все, что захочешь. У тебя ничего не получится, если ты не предпримешь действенных мер.